Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим об определенных практиках, ритуалах, с помощью которых вы сможете привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Обращаем ваше внимание, что мы в этом видео уделим внимание именно спальне, потому что спальня — это такое вот сакральное место, в котором мы отдыхаем, мы набираемся сил и вдохновляемся, и нас мотивирует каждый день. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца и начните хотя бы одну практику проделывать, и вы увидите, как все в вашей жизни может измениться. Это будет касаться и денег, и здоровья, и благополучия. Но давайте начнем с того, что о соли известно еще с древних времен, и к ней всегда и при любой возможности за помощью обращались различные люди. Но по тем временам не у всех у них была такая возможность, так как соль практически невозможно было достать. А те, кто мог, были в основном, как вы знаете, богатые люди. Но нам с вами повезло больше, и мы можем ее приобрести для своих потребностей в любое время суток и в любом магазине. Более того, она не стоит дорого, чем облегчает к ней доступ. Соль способна убирать различный негатив, очищать энергетику человека, убирать повреждения в биополе, а также притягивать светлые энергии, окружая ними семью определенного человека или же его дом. Она способна избавлять человека от сглаза, порчи, посылов ненависти, зависти и любого другого влияния извне. Ее используют для применения в различных ритуалах, в обрядах, практиках. И если знать, как это делать правильно, изучать все ее способности и силу, то она способна будет наполнить вашу жизнь всем тем, что вам не хватает. Например, счастьем, удачей, благополучием, деньгами, любовью и так далее, и так далее. Она поможет вам справляться с вашими врагами, недругами и недоброжелателями. Соль имеет очистительный эффект. Она способна убирать любые энергетики прежних владельцев или тех, чью энергетику вы бы больше не хотели ощущать в вашем доме или же в своей жизни. С солью связаны многие правила, поверья, даже поговорки. Ее нужно научиться уважать, верить в ее силу, и тогда, когда вы сможете установить между собой связь на энергетическом уровне, она будет способна вам во многом помочь. Поэтому обязательно изучайте ритуалы, обряды, узнавайте, как использовать ее в качестве оберега, и когда вам понадобится ее помощь, вы будете знать, как быстро что-то исправить или же получить, наоборот, в свою жизнь. Существует несколько видов соли. Каждая из них имеет свою энергетику, поэтому в разных ритуалах может использоваться разный вид соли. Если требуется провести сильный ритуал, то в этом случае вам требуется смешать несколько видов соли. Ну а мы с вами поговорим о практиках, которые вы можете использовать в своей спальне для того, чтобы она помогала вам. Итак, следующая практика вам нужно провести, если у вас бессонница. Если вас мучают постоянно кошмары, в таком случае возьмите белый лист бумаги и нарисуйте на нем круг. И разместите этот лист в изголовье вашей кровати. А в этот круг разместите 3 щепотки соли, кладите их в него левой рукой и при этом проговаривайте в этот момент такие волшебные слова. Соль щепотками кладу, проблемы со сном уберу, кошмары отгоню, страхи из своей жизни уберу. Каждый день на протяжении 7 дней, когда будете ложиться спать, помешивайте соль указательным пальцем правой руки и проговаривайте эти же слова. По истечению времени соль смойте под проточной водой, лист обязательно сожгите и этот пепел смойте под проточной водой. Проделав это, очень скоро все проблемы со сном пройдут. Он будет сладким, сны будут приятными и могут порой стать даже предвещающими какие-то события в вашей жизни. Повторяйте данную практику раз в 3 месяца, и вы больше никогда не будете знать о том, что есть какая-то бессонница, есть кошмары или как что-то вам мешает в жизни.
Следующую практику нужно провести, если у вас в семье испортились отношения, появилось недопонимание с вашей второй половинкой, ссоры, проблемы день изо дня только увеличиваются, а положение, к сожалению, только ухудшается. Тогда нужно по периметру кровати на 8 дней разложить 8 крупных кристалликов соли. Когда будете раскладывать, проговаривайте в этот момент такие магические слова. Проблемы из своей семьи убираю, отношения между нами исправляю. Не знаем больше, что такое ссоры, так как соль от всего негатива извне нас защищает, проблему устраняет, а помыслы негативные недоброжелателям возвращает. По истечению времени кристаллики соберите, вынесите и выкиньте их в любой водоем. С этого момента отношения между вами с каждым днем будут только улучшаться, до тех пор, пока не станут как и прежде. А вот если вам нужно принять решение, а вот вы не знаете, каким оно должно быть, в таком случае проведите следующую практику. Возьмите столовую ложку, наберите в нее соль и разместите ее в изголовье вашей постели. Когда будете ложиться, проговорите обязательно такие слова. Решение в мою голову правильное приди. Соль во время сна нужной энергии ко мне притяни, чтобы мне помогли и на путь истинный меня привели. Проснуться в этот день нужно утром, далее подойти к окну, открыть его, трижды вдохнуть, затем достать ложку и выкинуть ее в окно через левое плечо. В следующую ночь вам приснится обязательно правильное решение, поэтому прислушивайтесь и делайте то, что увидите во сне. И вы удивитесь, но результат обязательно превзойдет все ваши ожидания. К сожалению, к нам в дом не всегда приходят доброжелательные люди. Вы сами об этом знаете. И многие из них приходят в него не с добром, а только потому, что на данном этапе им выгодно быть у вас в друзьях. Или же им просто что-то требуется или что-то нужно от вас. Конечно же, было бы хорошо сразу научиться отличать таких людей, так как это дало бы вам возможность избегать многих неприятностей и проблем, которые они способны принести или же притянуть в вашу жизнь. Часто такие люди завидуют вашей семье, поэтому, попадая в ваш дом, они стараются прямиком зайти в спальню, для того, чтобы нарушить энергетическую идиллию, которая в ней находится. Я вам уже не один раз рассказывала о том, что в вашей спальне никого не должно быть, кроме вас и вашей семьи, которая живет с вами под одной крышей. На супружеском ложе должны спать только вы, а для гостей, даже если это родители, должны быть гостевые кровати, иначе ваша энергетика будет разрушена, а это приведет уже к проблемам. А для того, чтобы все наладить, нужно будет много энергетических и физических сил. Но, к сожалению, когда в доме находится некоторое количество людей, не всегда легко за всеми уследить. Поэтому лучше заранее установить защитный оберег из соли, который не позволит никому причинить вам вред. Создавать его нужно в полнолуние. Для этого вам понадобится кусочек красной ткани. Вы можете из нее сшить мешочек, чтобы будет удобнее, или же взять кусочек побольше, чтобы удобно было завязать узелок. Вовнутрь положите щепотку крупной соли, щепотку мелкой соли, щепотку морской соли, далее веточку лаванды, листик полыни, листик мяты. Завяжите также это все красной ниткой, а затем разместите ваш узелок по центру вашего спального места. Можно на полу, а можно под матрасом. Когда будете размещать, скажите такие магические слова. Спальню свою от помыслов негатива защищаю, проникнуть им в нее не позволяю. Если кто-то с такими помыслами тихо в комнату эту войдет, весь негатив приумножит и соль ему его вернет. Кровать моя под защитой от любого зла, семью мою не позволю разрушить никому и никогда.
И вот такой узелок нужно раз в год менять. Прошлый нужно будет вынести подальше от дома и выкинуть. Проделывая это простое действие, вам не о чем будет переживать, так как ваша спальня всегда будет под вашей сильной энергетической защитой, благодаря которой вам никто и никогда не сможет навредить. Также обращаем ваше внимание, если вы живете сами, это не значит, что свою спальню нужно защищать и оберегать, потому что люди могут завидовать буквально чему угодно. Например, у вас хорошая работа, или у вас прекрасные дети, или у вас есть что-то то, что у других просто нет. И вот человек себе может придумывать просто идею X, находить в вас врага и начинать постепенно, по чуть-чуть разрушать вашу жизнь. При этом этот человек будет достаточно мил, всегда будет улыбчив, дарить вам будут подарочки всевозможные, говорить вам только хорошие добрые слова, а вы даже и не будете думать о том, что это ваш враг, это ваш недоброжелатель, это завистник, который каждый раз приносит к вам в дом вот этот негатив, это разрушение. А вы должны понимать и то, что если вы не защищаетесь, если вы не очищаете от негатива, это, как, знаете, накапливается, увеличивается, как снежный ком. И в один момент происходит то, что происходит. Да, когда у человека сильное биополе, это отлично, но человек не может постоянно держать в тонусе свое энергетическое поле по разным причинам. Потому что человеку может быть плохо, а человека может болеть и так далее, и так далее. Поэтому ваша задача всегда свою спальню, там, где вы спите, там, где вы отдыхаете, старайтесь как можно меньше людей приглашать. Бывает так, что люди живут в однокомнатной квартире. Тут они спят, тут же они приглашают своих друзей, гостей и так далее. Научитесь не приглашать в таком случае, потому что многие по молодости думают: ну и что, у меня теперь своя есть квартира однокомнатная, теперь я могу всех приглашать, и так далее, и так далее. Вы не знаете, с какими помыслами приходят к вам люди. Это вы должны раз и навсегда запомнить. Ну а если у вас в жизни что-то не ладится, у вас постоянно неудачи, неприятности начинают преследовать вас, в таком случае возьмите баночку, наберите в нее в разное время дня трижды воду. Затем сыпьте в нее соль и при этом проговаривайте такие слова: все неприятности стороной обходите, неудачу мою жизнь обойдите, мне вред не приносите, я от вас избавляюсь, защитой данной ограждаюсь, ее выставляю, проблемы все позади оставляю. Баночку разместите на ночь у изголовья кровати. На следующий день вылейте из нее воду и при этом проговорите такие слова: данная вода весь негатив собрала, из моей жизни его убрала. Я жить по-новому начинаю, счастье и удача в свою жизнь приглашаю. И вы будете удивлены, но очень быстро все неприятные моменты, которые есть в вашей жизни, останутся позади. Ну, а если у вас проблемы с деньгами, то приведите следующую простую практику, которая поможет вам привлечь деньги в вашу жизнь. Для этого возьмите блюдце, насыпьте в него 3 щепоточки соли, а сверху на них положите 3 монеты обязательно желтого цвета и желательно самого большого номинала, которые у вас будут на момент проведения этой практики. А вот по центру купюру большого номинала. При этом проговаривайте такие слова: соль, помоги, денежных проблем избежать мне помоги, их из моей жизни убери, монеты и купюры силой надели, денежную энергию с их помощью ко мне привлеки, я ее принимаю и свое состояние в лучшую сторону кардинально изменяю. Далее блюдце разместите под кровать на 3 дня. Когда время пройдет, монеты отдайте на благотворительность, а вот купюру разместите в том месте, где находятся ваши сбережения. Соль смойте в раковину, но смывайте постепенно и представляйте себе в этот момент, как все ваши денежные проблемы уходят. Через короткий промежуток времени у вас начнут появляться разные денежные суммы, которые
которые за короткий промежуток времени обязательно смогут изменить ваше финансовое состояние. Оно значительно улучшится, и вы сможете многое себе позволить. Деньги откроют перед вами совсем другие возможности, чем те, что у вас были ранее. Поэтому используйте, пожалуйста, эти практики в вашей спальне себе во благо. Они действительно помогут вам изменить все то, что вас не устраивает на данном этапе вашей жизни, и вы сможете защититься от различного негатива, который способен мешать вам жить. Главное, чтобы вы верили в свои силы, и у вас обязательно, друзья, все получится в своей жизни. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите: «Я притягиваю в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Я счастливый и здоровый человек». Истинно да будет так. Давайте вместе будем прорабатывать эти практики. Не ленитесь, девочки и мальчики, потому что как только вы начинаете изо дня в день хотя бы одну практику делать, хотя бы проговаривать те или иные слова, у вас уже начинают происходить изменения. Девочки, мальчики, кто спрашивал, как можно нас отблагодарить? С помощью доната. Друзья, ссылка в описании есть к этому видео, так и написано. Благодарность можно выразить по ссылке. Нажимайте, любая сумма, которую вы посчитаете нужным, нам будет приятно. А те, кто нас постоянно поддерживает, благодарим вас и отправляем вам энергию, изобилия, достатка и благополучия. Вселенная обязательно это все приумножит в вашей жизни. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.